Всем доброй ночи. Дорогие друзья, вы все знаете, что деньги– это двигатель цивилизации, и от денег очень многое зависит. Ругать деньги не стоит и нельзя, и неправильно, потому что деньги– это всего лишь сила. В чьей руке они окажутся, на то они и будут служить, собственно говоря. Если деньги окажутся в руках добросовестных людей, они будут служить благому делу. Если деньги окажутся в руках подонков, они будут служить злому делу. Поэтому дело не в деньгах. Деньги нужно любить, но деньгам служить не нужно. Нужно, чтобы деньги вам служили. То есть не нужно бояться потерять их. Наоборот, они должны бояться вас потерять. И они должны к вам стремиться. Вы должны подчинить эту силу себе, постоянно обновлять, постоянно призывать и жить в достатке. Потому что от денег очень многое зависит. От денег зависит образование наших детей. От денег зависит, сможем ли мы помочь близкому человеку, например, в случае болезни. От денег зависит, в каком комфортном доме будут жить наши дети. Многое зависит от денег, и деньги, они нужны, и всегда были нужны, и будут нужны. Мир был таким, мир таким останется. Но главное научиться правильно распоряжаться деньгами, не разбрасывать, не раскидывать, но в то же самое время не жадничать и тратить для себя, для своего удовольствия, делать подарки близким людям, радовать людей. Знаете, один из великих поэтов-песенников по имени Саят Нова сказал: в этом мире не то твое, что у тебя лежит, а то, что ты отдал миру. Вот это твое, потому что об этом будут говорить, это будет кому-то приносить помощь, удачу и так далее. Это касается дела нашего, это касается помощи ближнему и прочее, прочее. Я дарила вам различные ритуалы денежные, и все они для чего-то служат, и все они нужны. И почему я дарю множество таких работ? Потому что у каждого человека своя энергия, и если у кого-то в этом совпало, у другого не совпало, он может попробовать сделать это. Иногда ритуалы, которые часто делаете, помогают, в некоторый момент останавливаются. Я говорила, дайте ритуалу отдохнуть. То есть духи, которых вы все время призываете, они приставлены к этому ритуалу, иногда требуют отдыха. Иногда можно менять ритуал, через некоторое время вернуться к тому ритуалу, к которому вы привыкли, который вам нравится. В любом случае денежных ритуалов много не бывает, дорогие друзья. Хочу сегодня дать несколько очень действенных и очень простых ритуалов, но слово «простое», знаете, все гениальное просто. Не воспринимайте, что если это простое, значит оно слабое. Нет, наоборот, оно может быть простое и очень сильное. Просто легко выполнить. Вот в чем дело. Не нужно для этого искать какие-то, скажем, фантастические ингредиенты. Итак, деньги мелкие, большие, какие хотите. Можете купюры той страны, где вы живете, можете... Ну, я работаю с долларом, у меня очень хорошие взаимоотношения с долларом. Все, что долларами мне приходит, оно всегда мне приносит и удовольствие, и получается... другими деньгами в том числе, но в любом случае у меня просто хорошие отношения с долларом, поэтому я работаю всегда с долларом. Лучше мелкие, потому что мелкие деньги призывают большие деньги. Как правило, вообще ритуалы совершаются или этими копейками, или рублями, или мелкими деньгами в том числе. Вот эта вот красота, этот рог серебряный, вот он, собственно говоря, сделан из мелких денег европейских государств. Когда в обиход вошел, то есть евро, вот все эти английские деньги, немецкие и прочее, уже были как бы не нужны, их поменяли. И вот
вот эти все мелочи пошли в ход вот для таких красивых украшений. В любом случае здесь есть и активные деньги, то есть то, что мы пользуемся, да, все равно знаем, что эти страны экономически развитые более, и поэтому их деньги, естественно, они дарят удачу. Но это больше служит как сувенир, нежели как притягатель чего-либо. Может, чего-то и притягивает, но в любом случае он как сувенир рассматривается мной. Работаем с живыми деньгами, которые есть. Мне иногда спрашивают, а можно игрушечными деньгами откупаться от сил? Или можно вот советские копейки, у меня там некуда девать, я ими буду делать. Вы понимаете, что вы смешны? Деньги не тем сильны, что они вот бумага, а тем, что за ними стоят энергии стран, в которых они крутятся, работают, понимаете? А где крутятся сейчас деньги Советского Союза? Или что значит фальшивые деньги? Вы хотите обмануть силой, то есть одурачить, и вы надеетесь, что после этого они вам помогут? Не будьте смешны. Я думаю, что 2-3 доллара отдать – невеликая трагедия. Зато получить сотни тысяч взамен, правда? Духи не любят алчных и лживых людей, учтите. Итак, первый ритуал. Дорогие друзья, то, что вы продаете в своем магазине, например, или вы занимаетесь там работой дома, на дом берете. Вот вы там портниха, да, скажем, у вас ткани красивые, вы хотите на них что-то сделать и продать. Либо вот в этом помещении, где вы шьете, или вы занимаетесь компьютерными работами, вот у вас есть определенное помещение, вы вот там занимаетесь, или кожаные какие-то изделия делаете, или продаете там какие-то, книги пускай, что угодно. Рядом с этим товаром вот идите и машите деньгами, вот так, денежный веер. Вот махать нужно и читать, махать и читать 6 раз. Обходите вот весь свой магазин или кабинет или дом. Помахали, а потом эти деньги положите обратно туда, откуда взяли. То есть не обязательно. Можете и потратить, можете там положить обратно. Это не принципиально. Главное, чтобы денежная энергия пробуждалась. Вот вы пробуждаете денежную энергию. Машите над тем, что продаете, что для вас имеет значение. Или если вы работаете на дому, у вас интеллектуальный труд или какой-то иной, просто ходите по дому, машите и пробуждайте эту денежную энергию. Неважно, прочитайте, как на товар, как на продажу. Потому что если вы продаете все равно свой ум, да, свои навыки, свои знания, это тоже продажа, это тоже товарообмен в любом случае. Итак, начнем. Значит, машем и читаем. Пробудись, денежная сила. Не буду махать, потому что меня раздражает. Прочитаем еще раз. Пробудись, денежная сила. Проснись, усилься и исполни. Деньгами мой кошель наполни. Зови деньги, приведи деньги. Своих братьев и сестер, кумовьев да сватьев. Люди пусть ко мне идут, мой товар разбирает, втридорого покупает им товар, а мне почет. Да потеряю я деньгам своим счет. Считать да считать, да не сосчитать. Мне в достатке жить, мне в почете быть. Денежки золотой лопатой выгребать. Да в один ряд с богачами встать. Зови деньга, приведи деньга, богачей, купцов. На мой товар будет продажа, торг и навар. Мне деньги, им мой товар. Заклято, заклято, заклято. Вот это первый ритуал. Весьма хороший, успешный, между прочим. Делайте это. Машите деньгами у себя на рабочем месте, дома. Смотря, что вы продаете, что бы вы ни продавали, оно будет продаваться. А лучше вот так над этим товаром, то, что вы продаете. Может, вы цветы продаете в этот день. Может, вы золотом торгуете. Что хотите. Пошли далее. Хлеб я не положила, потому что я не ем хлеб. В последнее время у меня хлеба дома нет, если честно. Пшено есть, но хлеб нужен. Значит, белый хлеб. Кусок белого хлеба оторвите. Не режьте, а вот прям отрывайте. Такой кусочек, батон можете там оторвать или лаваш, неважно, но белый.
белый хлеб оторвали, держите в руке, в любой руке и читайте. Читайте 3 раза и едите весь этот хлеб сами. Ничем не запивать, ни с чаем, ни с кофе, ничего не мазать. Просто, оторвите там маленький кусок и съешьте. Читайте над хлебом, чтобы губы ваши почти касались, то есть чтобы эта сила шла в хлеб. Зерно упало в землю, с 1 сотни до 1000. Зерно колосится, из зерна хлеб зародится. Зерно было в земле, стало хлебом на моем столе. Хлеб святой ем, силой мироздания себя осеняю. Через хлеб силу получаю. Хлеб во мне, деньги ко мне. Да будет так. Прочитайте 3 раза и ешьте. Можно перед работой это делать. Или с утра это провести, а потом кушайте, пейте, что хотите. Далее. На колечко. Дорогие друзья, кольцо должно быть или серебряное, или золотое. Только эти металлы обладают определенной силой для работ с деньгами. Другие подходят иногда, так через раз. Лучше взять как положено. Наливайте воду в емкость. Вот вода. Бросьте туда колечко. Значит, крутить нужно против часовой стрелки. Можно и как хотите, в принципе, но лучше получается против в этом ритуале. Значит, представляем, что это жернова, что это мельница. Мельница вообще, я дома вам говорила, держите там маленькие эти фонтанчики. Они, вот этот водоворот, он активизирует пространство, понимаете, создает движение пространства. Так вот, мельница создает энергию. Много веков люди приходили возле мельницы, читали заговоры на удачу, на деньги, нашептывали, глядя на вот эти жернова или на вот этот круг, который крутится. То есть он создает энергию движения, и они начитывали, чтобы их деньги также двигались, также крутились и все время приумножались. Понимаете, мельница имеет очень большое значение в магии, потому что через эту мельницу, создающую энергию, можно приумножить свое богатство, если начитать правильно. Значит, крутим это кольцо вот таким образом и начитываем. Желательно потом это кольцо надеть на палец. Желательно. На весь день. Но, в принципе, оно получится и так, смотря какая у вас сила. Понимаете, если мало силы в этот день, лучше наденьте потом это кольцо, чтобы эта сила заговора с вами была весь день. Крутим и говорим. Мельница, 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 крути колесо, молоти муку, накорми старый млад. Крути колесо, умножь мои деньги, денежки во 100 крат. День и ночь крутись, день и ночь вертись, другими деньгами кружись и кружись, собрав все деньги мира, ко мне возвратись. Да будет так и так будет. Еще раз. Мельница, 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 крути колесо, молоти муку, накорми старый млад, крути колесо, умножь мои деньги, денежки во 100 крат. День и ночь крутись, день и ночь вертись, с другими деньгами кружись и кружись, собрав все деньги мира, ко мне воротись. Да будет так. Потом вытащите, воду можете вылить. Наденьте это кольцо на руку. Лучше читать 6 раз. Денежная цифра обычно 6, 13, по-разному. Это тоже не, скажем так, не стопроцентный, знаете, вот как бы закон прям такой, что так было. В разных культурах, в разных направлениях магии по-разному это делается. Убрали. Далее намак. Намак я вам давала несколько ритуалов весьма сильных. Намак вообще, маг сильный ритуал, честно говоря. И вот на сей раз тоже делаем намак. Насыпьте чуть-чуть на руку. Значит, послушайте меня внимательно. Если вы дома работаете, посыпьте со стороны входной двери, то есть не снутри дома, а со стороны входной двери, чтобы они тянули к вам деньги. Правда, там не будут посетителей так много, но в любом случае оно потянет к вам деньги. Если вы
держите магазин, если у вас какое-то иное учреждение, начитайте и насыпьте возле порога, но таким образом, где люди ходят. Вот можно прям перед перекрестком вашего магазина, где-то в этих местах, где ходят люди, не именно вот прям возле дверей, куда они пройдут, а вот где люди ходят, чтобы этот маг тянул этих людей к вам в магазин. Читаем. На левую руку читаем 6 раз. Маг не сосчитать, денег моих отныне не сосчитать. Много мака на руках, много купцов в моих дверях. Каждый купец молодец, кто на маг наступит, придет ко мне и что-то купит. Словам моим сила, дай мне денежный Бог, то, что я попросила, истинно так. И сыпите маг туда, как я вам и сказала. Вот вам, собственно говоря, сильные, но очень действенные и очень простые, нетрудные работы, которые вам помогут приумножить свои деньги, поток покупателей и поток продаж. Всем удачи, всех благ, пользуйтесь во благо.